Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какой же страстный роман вас ожидает? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вот знаете, такое ощущение, что вы в своей жизни вот претерпевали много то ли каких-то вот унижений, да. Это могут быть унижения не только, допустим, там от начальства, по работе, там, да, это могут быть унижения еще от женщин, которые считали вас ни за кого и ни за что. У вас может проигрываться ситуация, что вы вот как-то всю жизнь, знаете, стараетесь, тянете все на себе, вот как-то по максимуму вы взваливаете и работу. Это может быть везде, и в семье. Допустим, даже вот если сейчас нет семьи, да, а раньше была семья у вас, скорее всего, так и есть, да, потому что я не вижу у вас ни семьи, ни женщины, да, вот как бы все, семью, свою отношения вы похоронили, ну, на данный момент, по крайней мере. Вы, возможно, вот когда, даже когда были в семье, тянули вот лямку быта, финансовую, ну, то есть как-то старались, да, может быть, это просто по-джентльменски, из-за того, что вы очень любили жену свою, либо женщину. И вы старались, вот как мужчина, настоящий мужчина, как можно больше взваливать на себя. Да, вам было тяжело, вам было, я думаю, даже очень тяжело. Особенно были такие периоды, когда, ну вот просто руки опускались от бессилия, но вы, возможно, никому не говорили особо, насколько вам бывает и морально, и физически может быть тяжело, да, у каждого своя работа. Вы, вот у кого есть дети, допустим, точно так, вы старались, даже сейчас, вот если вы разошлись, допустим, вы как-то стараетесь все равно вкладываться и в детей, да, алименты, может быть, даже сверх алиментов что-то платите. То есть вы хороший отец, вы очень такой вот, знаете, ну, трудолюбивый, я бы сказала, но в то же время как-то вот у вас в жизни так сложилось, что вы позволяете себе садиться на шею. Вот очень четко мне идет такая информация, что многие люди вот то ли пользуются, да, вашей добротой, как-то ну, просто наглеют и садятся вам на шею. Плюс вы пережили такой вот очень, ну, непростой, да, вот период. Я думаю, скорее всего, это связан период именно вот с концом ваших отношений, у кого-то это разрывы, разводы, да. Вот сейчас давайте вот уточним. Да, однозначно это с семьей связано. Отношения, семья, да, у вас как бы канула в лету. Это все закончилось, да, ваша история любви. То есть вы пережили довольно такой непростой период, который, ну, на 180 градусов перевернул вашу жизнь. Он перевернул до такой степени, что, ну, какой-то период вообще вы, ну, я не могу сказать, что в трауре прям ходили, но довольно плохо вам было. У некоторых из вас может еще до сих пор проигрываться такая ситуация, что до сих пор вот вы не пришли еще в себя после вашего разрыва, особенно если он свежий. Итак, давайте-ка теперь посмотрим, какой же страстный роман у вас будет и будет ли он вообще, да? Так, смотрим, что же будет дальше в вашей личной жизни. Вот у вас, знаете, перед личной жизнью, вот перед новыми отношениями, я сказала бы, вот еще есть какие-то страхи. Вот страх именно, страх предательства, да, страх того, что вам снова сделают больно. Да, вам бы хотелось, в общем-то, вам бы хотелось, вы ждете, вы надеетесь, все-таки в душе вы надеетесь, что вот будет женщина красивая, ухоженная, классная, да, такая вот, вся из себя дамочка, внешне я имею в виду, да, конечно же, любому мужчине хочется иметь красивую, фигуристую женщину, и что бы ни говорили, да, это немаловажно, потому что всегда сначала мы обращаем внимание на обертку, на внешность, хоть в народе и говорят, да, вот, что внешность не главное, но все-таки первое, на что мы смотрим, да, вот, когда мы знакомимся, мы обращаем внимание на внешность, на фигуру. Ну, я думаю, к крокодилу вряд ли кто-то подойдет знакомиться, правда? Смотрите, вы
То есть, с одной стороны, вы и надеетесь, но с другой как-то вот вы еще немного опасаетесь. Вот все-таки я подозреваю, что это из-за того, что еще вы не переболели вот этими вот своими страданиями, не прошел тот период, да, который должен пройти после разрыва. Вот вы еще опасаетесь вступить в новые отношения. Так, то есть какой-то период еще вам нужно время, чтобы разобраться в себе, чтобы подумать, да, подумать, взвесить, да, может быть, сделать какую-то работу над ошибками, может быть, подумать, чего вы в конце концов хотите от этой жизни, да, потому что человек очень часто подстраивается под других, да, это маленькое такое отступление психологическое, которое вы очень любите, я знаю. Мы обычно в отношениях, особенно если мы влюбляемся, если мы любим, да, мы подстраиваемся под партнера и очень часто забываем о себе, о своих каких-то потребностях, желаниях. Мы забываем о своих хотелках всех, да, то есть мы стараемся по полной отдаваться. А еще если к нами по-хорошему, со всей душой, с любовью, то влюбленный человек, но он последнюю рубашку снимет и отдаст. Напишите в комментариях, я права или нет. Так вот, какой-то период у вас еще будет вот период, знаете, когда вы обдумаете, чего вы хотите, нужно ли вам это вообще новые отношения. Хотя да, в глубине души вам бы хотелось, конечно, иметь женщину, как я уже это говорила. Но для этого нужен некий период. У каждого это будет проигрываться свой период, кому-то меньше времени нужно, кому-то больше, да, вот насколько вы отойдете от своих каких-то вот страданий, разочарований, да, потому что это так за один день оно все не проходит, и это, в общем-то, нормально. То есть вы будете еще какой-то период разбираться в себе, да, вот чтобы боль улеглась. А чуть попозже в вашей жизни появится женщина. Я думаю, эта карта говорит сама за себя. Женщина, которая, вот знаете, почему-то вот она вселяет такой, знаете, насколько вот трепет какой-то, да, вот она вот почему-то такая, кажется, ранимая, хрупкая, такая вот как маленькая девочка, выросшая маленькая девочка. Это, скорее всего, будет блондинка, да, вот она из стройного телосложения, она очень такая добрая, наивная. Такой тип женщин, знаете, очень доверчивый. Обычно такие люди и среди мужчин, и среди женщин, они страдают именно из-за своей какой-то наивности и доверчивости. Вот она, в принципе, к таким и относится. Очень светлый, очень добрый человечек. Так, давайте-ка теперь посмотрим, как же будут развиваться ваши отношения, и какой же это будет у вас роман, или что это вообще будет. Так, дама эта, смотрите, она очень такая, вот знаете, вот, ну, трудяга, хочется сказать. Она очень трудолюбивая. На месте такие точно не сидят. Плюс она, вот знаете, относится еще к тем женщинам, которые, ну не то чтобы вот прислуживают, но вот они как-то угождают мужчине, да. Вот она так и считает, что мужчина выше, мужчина главнее, да, вот она как бы, ну, преклоняется перед мужчиной, да, вот она старается и заботиться, она старается и прислушиваться к мужчине, да, вот такой тип женщин. Как-то вот она не будет лежать на диване и говорить мужчине: иди сам налей себе чай, ну, к примеру. Она пойдет, она принесет, да, вот как подобает это женщине, заботливой, такой вот, знаете, вот услужливой, что ли, вот. Очень такая она вот, ну, именно вот к заботливому типу женщин она относится. Также вот она настолько, вот знаете, вот страстная, темпераментная, несмотря на то, что она, да, в каких-то моментах, особенно поначалу, она будет очень такая вот стеснительная, может быть, как наивная девочка, как я уже говорила. Но на самом деле вот она очень такая вот страстная, именно страстная, знаете, вот она относится к тем женщинам, у которых никогда не болит голова. Я думаю, все понимают, о чем я говорю. Так,
что еще будет в ваших отношениях? Ну, любовь-морковь, да, вот она, смотрите, вот она затмит вот этот ваш период разрушений. Вот эта новая любовь ваша, она закроет собой, перекроет все вот эти ваши мрачные мысли, да, это все уйдет в прошлое. Вот именно с этой новой любовью, да, с которой вы будете вместе, вот как единое целое, ваши страдания, какие-то переживания в прошлых отношениях, они уходят. Причем, знаете, вот у вас будут настолько вот страстные такие трепетные отношения, когда вот почему-то мне идет информация такая, что хочется, знаете, вот ситуация, когда хочется постоянно прикасаться к человеку. Вот говорят, когда ты любишь человека, тебе постоянно хочется вот именно тактильного контакта, да, тебе приятно просто за руку подержать, тебе приятно там чмокнуть просто, да. То есть вот эти вот прикасания, вот эта нежность плюс страсть, это такой классный тандем. И вот это такая же женщина, с которой вы будете, знаете, ну постоянно, вот именно в тактильном контакте, когда искры летают, да, когда страсти кипят, когда, ну, грубо говоря, из спальни просто не выходишь, когда можно где угодно, как угодно, да, вот, ну, то есть чудить в этом плане по всей Камасутре. То есть, знаете, вот это такая женщина, которая вот подарит вам именно вот море нежности, море ласки. Вот настолько, вот даже от расклада идет такая энергетика, знаете, вот какая-то женщина переполнена вот сексуальностью, чистота и в то же время вот, ну, безумнейшая сексуальность, понимаете? Женщина, которая реально вот по-женски нежная, которая добрая, очень ласковая, да, и в то же время страстная. Так, и к чему же приведут ваши отношения? То, что будет взаимная любовь, страстная любовь, это однозначно. Так, вот она даже такая, вот знаете, вот она настолько будет вот помогать, вот везде, вот это реально партнер ваш. Вот она настолько затмит, вот затмит все и всех. Вот вы почувствуете себя каким-то, вот знаете, как победитель с ней, вот более уверенным вы станете, вы почувствуете вот какую-то даже внутреннюю силу, выносливость, да, вот, ну, как будто у вас второе дыхание откроется, захочется, ну, просто горы сворачивать рядом с такой женщиной, ради такой женщины. Ну, то есть смотрите, судя по раскладу, да, вот эти вот отношения, они могут закончиться не только вот просто вот как роман, да, они могут перейти у вас и в семью, да, в гражданский брак, либо в официальный брак. Ну, то есть это не однодневные какие-то бурные страсти. Это реальная вот чистая взаимная любовь, взаимопомощью, взаимоподдержкой, да, вот когда вместе и к единой цели люди идут. Поэтому очень такая шикарная, настолько, вот понимаете, даже не передать, вот просто энергетика настолько теплая идет вот от этого расклада. Поэтому, ребята, все у вас будет хорошо, настрой на позитив. И ожидайте свою страстную даму, которая не даст вам сомкнуть глаз. Это уж точно. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!